Привет, сикарашки. Ну что, не ждали? Этот небольшой фильм мы сняли специально для этой встречи на Пятницкой в «Бобрах и утках». Это эксклюзив. Мне очень жаль, что я сама не могу встретиться лично со всеми. Спасибо вам большое. Спасибо организаторам. Спасибо Юле Пшеничной за то, что она нас помнит. Спасибо тем, кто собирается выступать. Всех люблю. В общем, мы отправляем к вам нашего представителя. А это наш поэт. Вот его рука, смотрите, выходит. Манящей походкой. I wanna be loved by you. Вот он. Андрей Юрьевич, что ты меня звал? Ты должен провести экскурсию по нашему дому для бывших бездомных собак. Аридарда, док-амбуланс, вот это вот все показать людям. Серьезно? Да. Ну, давай. Привет. Приветствуем вас из Западной Грузии. Вот отсюда начинается наш маленький городок. Но не совсем маленький. Этот вольер небольшой построили, ну буквально 1,5 месяца, наверное. А переселили сюда контингент. А? Новый вольер. Да, сюда перевели контингент, который, ну прямо вот крутится под ногами. Как помнишь, Мимино? О чем думает это Жигули? Это крутятся. Вот здесь есть некоторые, которые вот так крутятся, короче, достают. Взяли их, отделили сюда вообще. Наш Бомбора. Бомбора, привет. Это наш самый первый обитатель в этом, на этом участке. Один из первых. Самый первый приехал сюда, обосновался. Ну вот, наш Бомборик. Он живет. Хороший мальчик, умный очень мальчик. А вот эта часть, вот раз, два, вот эти два вольера, это самые первые вольеры, которые построили на этой территории. А это наша бригада УХ, которая работает до 2. Александры. Это тезка нашего оператора. Кстати, Андрей Юрьевич зовут его. Брат его? Нет, тезка просто. Андрей Юрьевич его приметил на трассе, да. А ну давай посмотрим. На трассе приметил его. Вот и приволокли. Ну пойдем. Вот такой мы. Наш актер. Красавчик, мужчина. Решил все-таки взять правление в свои руки и сказал: не, ребята, пойдемте погуляем немножко. Привет. Сейчас хочу вам показать наше одно из первых больших строений, которое мы называем Большой вольер. И размер, и объем всего этого. Но, чтобы вы приблизительно поняли, 700 квадратных метров. Так, привет. Привет. В этом в большом вольере в основном обитают наша старая гвардия, в основном, которые еще с Язвина приехали, привезли мы сюда. В основном все они здесь находятся, в большом вольере. Привет, это Вира. Привет. Вот они, конечно, радостно встречают нас. Ура, люди.
Вот сейчас как раз мы находимся на складе, где мы храним корм. Каждую неделю, в пятницу, утром к нам приезжает больше 2 тонн корма, которым мы вот кормим наших четвероногих. Ну, получается почти 2400, 2 тонны 400, ну, приблизительно, плюс-минус. Вот, и каждую неделю нам надо, бывает, больше 2 тонн корма. Теперь я хочу представить вам нашу команду, наших ребят, которые неустанно, усердно работают и в снег, и в дождь, и в жару, и в ветер, в любых условиях. Это вот самый маленький у нас Торнике, Игорь, Сосо, Габриэл, Тунтия и наш Джамбул. Вот эта команда, да, кстати, один сегодня у одного выходной нашего сотрудника Гоча. Вот это наша вся команда, которая следит, которая кормит, чистит, поет из 7 человек. Вот это наши ребята, наши герои, можно сказать. Справа тоже один из первых вольеров, которых мы называем большой вольер. А с левой стороны тоже вот недавно построили, тоже вот благодаря нашим донаторам, благодаря нашим спонсорам, которые никогда нас не оставляют. И всегда вот этот большой длинный проспект, мы так называем его западным проспектом. Скрипнула дверь. Вот мы им подарили недавно однокомнатные квартиры. Ребята собрали, построили, сделали вот. Ну еще будем делать, еще будем достраивать им дома, квартиры, будки, чтобы зиму перезимовать нормально. Зима здесь бывает холодная, ну не как в России, но ну, они нас приглашают в гости. Привет, ну как вам? Расскажите, как вам живется? Ну вот здесь мы еще добавим еще одну комнатную и еще палубу добавим. Слушай, они растут полиглотами тоже, учатся русскому, грузинскому, ну главное мегрельскому еще учатся, понимаешь? Тут без мегрельского никак. Вот в начале, что вольеры с правой стороны, и вот это самые первые вольеры, которые построили на этой территории. Ну, тот называем К-вольером, а это Д-вольер, так как он дальний самый, его назвали Д-вольером. Ну что, полетели? Полетели. Вообще ничего не было, ни одного дерева не было. Вот за столько лет посадили кучу деревьев, огромное количество деревьев посадили, а вот летом сейчас тут просто шикардос. Летом и зелени много, и тень есть, ну и вообще. Вот это телехази, я что рассказывал, из красной кровли сделано. А это, смотри, что это такое? А это мой нос. Вот здесь тоже. Его когда? Уже 1,5 года, да, что-то? Вот так, больше. Построили тоже. Пойдем Антонова навестим, что ли? О, вышел. Ну давай. Ты тоже телезвезда. То Антонов начинает гавкать, то они начинают хрюкать. Ну, как бы понимают друг друга. Ну что, пошли к бременским музыкантам? Да. Аккуратно идите, пол не пачкайте. По чистому идете, ноги вытирайте.
О, привет! Это наша сторожевая козочка. Свинтус. Хрюнтус. Она как сторожевая овчарка. Как дверь открывается, она сразу раз приходит у дверей, становится, смотрит, кто пришел, и потом начинает охранять. Ну да, после дождя. Тут мы построили кошечник, в котором у нас еще и кошки есть. Кстати, вы, наверное, в курсе все. У них есть вот изолированные комнаты, которые отапливаются. Днем они вот бегают по полочкам. Есть у них тут разные качели, карусели, типа. Ну вот это наш верхний двор. Это дом. Тут живет Лена. Да еще тут есть у нас аптека. Аптека операционная вместе. Сейчас мы покажем вам. Но я хочу сказать еще одно. Помимо того, что Дзма такой крупный и здоровый, он очень мирный, очень спокойный и очень хороший мальчик. Но вот тут рядом, здесь я прошу вообще очень осторожно зайти сейчас нам сюда во двор. Здесь обитает ужасно страшное животное. Это монстр. Так, ребята, будьте осторожны сейчас. Дзма, он тебя съест, лучше не лезь туда. Вот. Ну, пошли. Вот он, вот. Сам мистер Штукин. Вот оно. Это еще тот монстр. Вот, ты монстр, да? Ты монстр, да? Штукин-дрюкин. Ты самое страшное животное, да, здесь? Обосрались, накакали, накукали. Вот наш операционный стол. Ну, сейчас здесь немножко надо было прибраться, но не успели. Ничего, вот стол операционный, где наши четвероногие лишаются своего достоинства. А здесь, вот, видите, здесь спрятаны разные медикаменты, глистогонки, антибиотики, ну и тому подобное. Давай пропишем, Саня, что-нибудь. Глистогон? Слишком борзый какой-то. Так, кто тут? Это, иди ко мне, иди, малыш. Вот это. Куда попали, что делаете, для чего делаете, почему, кому? Милый создал. Маленький щенок. Я думаю, надо будет выйти с той стороны. А то тут будет прорыв. Ну смотри. Ты что, хочешь проверить, кто из вас мощнее? Ваня? Вот так. Молочка. Прищемил собаке нос. Да, вот надо было оттуда лезть. Это тоже наш променад, так называемый. Это наш Гоша. Гоша, которого нашли в Раче. Вообще вот такой маленький, бегал по дороге. Чуть не переехали его. А теперь вот вымахал. Но у него проблемы. У него что-то проблемы задней части лап. Надо ему операцию делать. Папочка! Дамбача. А я хочу опять. Это наши гости. Голубей гонять. Вот я надеюсь, отсюда видно, да? Вот это большой вольер. А вот красная кровля, вот длина все это 150 метров, вот это западный проспект. Ну еще плюс вот вольеры, которые были в процессе построены. Ну территория, да, достаточно большая. Это первый кошечник. Ну там сейчас щенки живут у нас. Кошек они вытурили. Кстати, единственное дерево, которое было на этой территории, вот это. А вот теперь сами видите, сколько деревьев, сколько елей было посажено. Это наши подростки.
наши подростки, которые вот со щенячьего возраста, можно сказать, некоторые тут даже с недельного возраста, которых мы растили. Это те люди, те четвероногие, которые нам спать не давали ночью. Спать с недельного возраста. Кормить 6 раз. Там каждые 2-3 часа. Не спеша. Чуть-чуть. Кстати, его. Так, а теперь я вам покажу нашу новую территорию, где будет находиться много чего интересного. Поехали. Самый дорогой охранник. Гром. Ну, в принципе, вот ответственный человек, один из ответственных людей за эту стройку, Александр. Ну, что могу сказать? Он много чего может сказать. Он и сейчас будет говорить, это может быть не хватит 1,5 часа пленки. Достал ты меня уже. В общих чертах. Значит, здесь будет общага, часть будет уходить аптеки, лазарет. Какой лазарет? Лазарет? Карантин. Карантин будет для наших Так это и есть щенков и тому подобное. То, что нам вообще необходимо, это у нас будет вот здесь, на этой территории. Будут комнаты, где будут жить волонтеры, где будут жить вот товарищи. Вернись к нему. Ты выходишь из кадра. А ты крути. Где будем жить, где будут жить волонтеры. Будет у нас карантин тут. В общем, тут будет все. Это будет центр нашего большого дома для бывших бездомных собак. А теперь пойдем, я покажу еще вольеры, которые мы построили. Ну, так как тут пока еще идет стройка, ну, здесь немножко не эстетично, ничего, простите, пожалуйста. Но вот тут у нас еще и вот вольеры. Вот эти взрослые особи, они у нас были еще вот такими маленькими щенками. Им было, по-моему, по 1,5 недели, когда мы их нашли еще в Язвино. Это просто красавцы. Да? Ты красавец? Ты еще тот красавец. Ну что, молодежь? Вот тоже наше молодое поколение. Молодое поколение, молодое. Ну вот, мои дорогие, вы видели так или иначе наш небольшой городок. И в заключение я хотел бы от имени нашего большого коллектива, от имени Аридардо до Гамбуланс поблагодарить всех наших донаторов, всех наших спонсоров, которые нам неустанно помогают, постоянно и каждый раз. Вот то, что вы видели, то, что мы смогли вам рассказать, показать, это все было построено благодаря вам. И еще раз благодарим за вашу неустанную помощь нашему небольшому, но сердечному городку Аридардо. Спасибо огромное. Но теперь я спешу. Мне надо в Москву. Пока. До встречи в Москве! Да стой ты, блин! Да, приехали уже! Конечно!